Вот эти две прекрасные. По-моему, это дерево, а здесь уже фарфор сверху. Две римские барышни. И вот эта большая статуэтка. Подскажите, а чья она? Это Австро-Венгрия. Такая работа качественная. Очень красиво все сделано. Прям даже по ноге, смотрите, как естественно, как все. Я не знаю, как на живом человеке все. Два шикарных светильника, высокие очень, наверное, по 90 сантиметров. Ух, какие бокалы. Королевские убранства. И вот эти тоже царские. О, вот это королева. Двойная. Помните, у Аси такая была, но в маленьком размере, а это в огромном большом. Когда включается и верх, и низ. О, очень красивая, пузатая. На такой подставке бронзовой. Шикарно, да, шикарно. А тарелки какие розовые там. Сказка. Напольная ваза с конями, с ангелами. Я сейчас живой. Ты мертвый. Ничего не испортил, только вот этот сахар. Я все стал, ходил, не выпустил. Да, я вот все, как? Помните моих лебедей? Похожи на эти, только у меня синее стекло стоит. По 5 каждый. Это серебро. А здесь прозрачный. Хрусталь, да? И вот эти часики понравились 10 тысяч. Фарфор. Открывающаяся здесь крышечка. А эту воду повыше не прибил. Что-то там есть, надпись какая-то. А где ты еще выставляешься? Если не напишешь, где еще? О, вот эта вазочка красивая. Нет, это я знаю. Мушкетер какой. А, на кристалле такие остались, да? Там ваша фарма. Я ничего не трогал. Взял, потому что есть еще есть. Ну, иногда есть да, открыли. Вау. Каподимонте, Италия. Моська лает на слона. Ух ты, здесь бабулька с дедулькой такие счастливые. Но эти вазы, вы только посмотрите, что здесь. Прорезной фарфор до самого низа. Обалдеть, обалдеть. Боже мой, какая роскошь. Кашпо шикарное. Здесь бело-золотом, как тоже красивая история. Ну и вот эти два. Это что-то невероятное. Экспоната, я бы так назвал. Сие то, что я вижу. Очень красиво. Что, передача? Да. Куда? YouTube. Здесь наши знакомые, помните, у них лампы из швейных машинок, еще из чего, уже не помню. Из всяких разных штук. А, вот, допустим, да, лампа из трубы. Здесь столик, станина из-под машинки. И ставили на картины под стеклом. Здесь что-то невероятное. Посмотрите, какие картины, и они же заграждения от света лишнего. Как же это красиво. Здесь, я так понимаю, еще два плафона подобных. Но это уже похоже на современное что-то, но выглядит просто невероятным образом. Шикарно. Сколько здесь всего, посмотрите.
Там крупные фигуры, здесь крупные. Ваза какая огромная. Здесь много мелких. Обратил внимание, то ли сумочка это, то ли корзинка, винтажная, с тиснением, застежка, дерево, я так понимаю, да? Может быть, даже это и современное под винтаж, но очень атмосферно, очень красиво. Подвесное кашпо с прорисовкой. Это у нашей давней знакомой Евгении. У нее много всего интересного. Кстати, видео, на котором заставка вот с этой шкатулочкой набрало много просмотров. Какая прелесть. Конечно, очень нравится. Лежит от нее здесь плафон. А какой переключатель там, посмотрите, сейчас постараюсь вам снять. Разглядели? Кстати, людей много, учитывая, что это такой предпродажный еще. Веер вот такой. Получается, с пайетками, да? По-моему, очень старенький, судя по форме пайеток. Невероятная вещица. Не встречал таких никогда. Правильно вы пишете, Иван, что, мол, казалось бы, что уже, все видели. А нет, идем и опять что-то находим красивое. Вот эта люстра у нее висит давно, но она такая роскошная. Маленькая, вот для спаленки маленькой. Вот здесь узелочек какой, посмотрите. И вот этот ангел прекрасный. А сколько стоит такой? Аккуратно, не тянемся. Сколько стоит? Сколько он стоит? 7. На шелке, я так понимаю, он. Вон человек разносит или шампанское, или вино, или сок. Здесь тоже он какой светильник стоит. То ли рыбину он держит, то ли сову, непонятно. Глаз вижу, а что там, не знаю. Здесь у Марины Котовской стоит вот такая свинка. Это что она так хрюкает от удовольствия? Потому что она в своем роде Монро. Видите, какое у нее лицо? По-моему, причмокивает от удовольствия, надев такое шикарное платье. Да, у нас близится зима, и мы будем вспоминать весну вот именно с таким, весну и лето вот с таким выражением лица. Марина Котовская, у нее также нашел вот такое саше. Вовнутрь закладываешь травку, вон она там лежит, оставшаяся. Ну, она уже вся выдохлась. Но саше просит новой травки. Тоже с таким рисунком прекрасным. И можно повесить вот куда угодно. На кухне или в комнате. Можно на кровати, где спишь. Прекрасно. Сколько такая стоит? 600 рублей. Ну, доступно, между прочим. Это такой нож для больших головок сыра с латунью. Но вот эта ракушка, да, я так понимаю, сверху, морская тема. Ну, сказали, что это для сыра, Марина сказала, а так я не знаю. А вот, посмотрите, какая вещица интересная тоже. Ну, кстати, можно на стол ставить и вот сюда, не знаю, косточки от рыбы, например. Ну, или каждый для себя что-то придумает, не знаю. Что еще? Что мы такое кушаем? Ну, когда перебираешь гречу, то сюда черненькие штучки можно перебирать. Очень красиво. Эстетика должна быть во всем. У Марины я обратил внимание вот на эти две статуэтки,
Каподимонте. Ну, очень красивый мальчик. И там внизу, я вам сейчас покажу, девочка есть. Прелестная. Посмотрите, какая тонкая работа. Вот этих пальчиков, листочков. И подножье такое красивое. Здесь букетик внизу какой-то. 10 тысяч стоит. Так, и вот это внизу побольше тоже 10. А, она птиц кормит. Видите, в руках у нее корм. Прекрасная вещица. Широкое подножье. Ну-ка, давайте ее мы все-таки поднимем, возьмем, посмотрим. Очень красивая вещица, действительно. Как у нее собраны красиво волосы в цветах. Подчеркивает прическу. Ну, вот здесь листочки отломлены, конечно. Нежность какая. Да, вот эти две мне понравились, статуэточки. Вы же видите, здесь дамы смотрят винтажные наряды. Бархат. Под винтаж. Говорят, не винтаж, но под винтаж. Тем более висит на такой вешалке. Вишенка винтажная. Я и поправился и говорю под винтаж. Бархат. Шелк внутри вижу. Оторочка таким красивым рисунком. В цвет. Здесь тоже вещица скомпонована вот с такими цветами. Вот прям весь винтажик. Как бы дама не хотела, чтобы я называл это винтажом. Все-таки это под винтаж и винтаж. И не каждая, да, это оденет, а некоторые наоборот, только такое носят. Смотрите, какие фужеры. Здесь сумки. Мы с вами уже снимали, уже смотрели. Здесь разные экземпляры. Необычные, очень дорогие, но они того стоят. А потом такую сумку простая девушка не оденет, только со вкусом, только у которой есть соответствующие, сопутствующие аксессуары. Хотя костюм может быть простым, быть хорошо пошитым, а в руке вот такой аксессуар. Ну и к нему нужно подобрать хотя бы там, я не знаю, сережки. Видите, да, необычные какие предметы. И контрастные такие у них сочетания. Необычные. Да, интересно. Вот эта сумочка интересная, посмотрите, какая. И по форме, и по цвету необычная. Ремни с пряжками. Кто-то ищет именно такую пряжечку. А мы с вами уже нашли на Тишинке. Вот необычный тоже ремешок. Обратите внимание на застежку, вышитую, расшитую бисером. Здесь какая-то невероятная красавица. Я вам снимал как-то вот тут давно-давно тоже на Тишинке, а вот появилась еще одна, вот эта крупная, большая. У нее цветочки как будто вот вышитые, но они из керамики. Что-то прям невероятное. Сереж, а может выставишь здесь очки? И здесь вот такой, как это назвать, круэт или что это? Каподимонте. Как же это красиво. Девушка спрашивает. Это столик такой откидной, видите? С лапами. Основа. Он просто раз вот так вот и ставится. Как поднос. Кругленький, как подносик.
легкой рукой и подвигается к стене. И вот такой медальон. Если бы еще здесь был рисунок, было бы вообще замечательно. Не знаю, что это за вещица, но очень красивая. То ли куда-то это, может быть, на вазу одевалась, верхушка. Или самостоятельная вещица, но вот очень красивая. Прямо царский. Увидел здесь вот такие бусы или ожерелье, это можно назвать, да? Колье из мурана стекла. Посмотрите, какое красивое. 5500 стоит. Здесь есть цветные, но вот как-то они так смотрятся очень ярко, а вот это очень достойно смотрится. Красиво. Застежечка вот такая винтажненькая. Ну, очень нежно, да. На тонкую, нежную девушку, шейку. Лет 15, наверное. Машинка в розах, кашпо. А эти Каподимонта подсвечники такие своеобразные, интересные. Какой? С медалькой такой. Видите, у них Да, типа внутри это как в виде амфоры. подсвечу посеребрения. углубление. Может, медальки и серебряные, но вот это вот Это лучше посеребрение. посеребрение, да. нижнятина. Ах, какой там каблучок. Были, Красиво. были свои люди. Свои люди были. Свои. Была. Зеркало, посмотрите, какое. На большой комод поставить. Прекрасное. А кувшин, посмотрите, какой. 8500. Тяжелый, кстати, очень тяжелый. Достойное внимание вещица, посмотрите. Арт-деко. Ну, по всей видимости, посеребрение. Ну, могу только предположить, что это стоит 1050, 45 может быть. Наверняка знать не могу. Сколько здесь сонеток. И люстра, мечта. Так и висит та люстра у них. А сонеток здесь много. Сколько? 3 штучки? Или это 2? 2 висят. Интересно, они у них с колокольчиками. Смотрите, какой набор. Тет-а-тет на двоих. Молочник есть. Чайничек. С букашками. Сахарничка с такой розочкой. Прекрасный, правда, набор? Поднимает настроение. Я думаю, сейчас вам всем особо нужно поднять настроение. Не буду озвучивать тему. Сами понимаете. С тетеревами, видите, рисунок. Ух ты! Цветочек прям порадовал, когда я его там внутри увидел, неожиданно. Здесь за 1000 деревянная подставочка и с маркировкой для тарелки. Есть вот такие. Вот это 500 маленькая. Это, по-моему, 700 сказали. И еще вижу вот эту за 1000. Но я ищу ажурную. Хотя, может быть, и стоило взять вот эти маленькие, для маленьких тарелочек. Вот такой необычный подсвечник с грифоном. Привлек мое внимание. Я, конечно, люблю, чтобы была бронза или латунь. А здесь, наверное, посеребрение было. На металле. Ну, интересно достаточно. Котик с бантиком. Украл у бабушки клубочек. Вот это зеркало 45 000. Вот и такие еще подставки, только поменьше. Вот эта пара 18 000. Ну, потом за 15, говорит, отдам. У них много всего интересного, конечно. Это новогодние, да, наверное, игрушки. Вот такие шары. Кстати, французская
стекло вот это вот с трещинами.